Дота, профессиональный и матчмейкинг — это просто разные игры. Такие герои, как Марс и Висп, это просто ужас. Это было бы решение всех проблем. Всем привет, ребята! К нам пришел мидер команды Virtus.pro No One. Я думаю, что можно начать с совершенно простейших вещей, как обычно, с нагрузки, с того, как ты с ней справляешься, потому что у вас только что вот это был до этого период сумасшедшего, там, Макао, потом Весга, потом, соответственно, Стокгольма. После этого, соответственно, я помню, что вы явно немножко были уставшими, да и вот это видео большое, которое было выложено в ВК, говорит о том, что вы были нагружены. Как ты успел вообще, успел ли, и чем ты занимался, чтобы разгрузиться наконец-таки и приехать сюда свежим? Я был в Москве 20 дней, занимался своими делами, просто отдыхал. Ну, то есть, я не могу рассказать, просто отдыхал. То есть ты ходил куда-то, отдыхал с кем-то, где-то, как-то, читал книги, то есть обычной жизнью занимался. Вот. Не могу сказать, что я отдохнул, потому что, приехав сюда, я все еще понял, что мне не доставляет удовольствия пока что играть в матчмейкинг. Но вот буквально на днях я что-то в голове все поменял, переосмыслил что-то и вот начал опять получать удовольствие от именно игры в матчмейкинге. Профессиональный дота, наверное, та, которая доставляет удовольствие. Вот. А на чем катаешь сейчас в ММА? Да на всех героях там, на всех метовых. Штормы, темпларки, ландруиды, вся эта фигня. Ну и посоветуй просто молодежи, на чем подниматься, потому что сейчас все хотят топ ММА. Сейчас самый сильный герой — это Шторм. Вообще он слишком отбовый. Рамзи, кстати, только что говорил о том, что в ММА вообще ничему научиться нельзя. Как, по-твоему, то же самое? Но дота, профессиональный и матчмейкинг — это настолько разные вещи, что это просто разные игры. То есть это уже давно было сказано миллион раз. Стоит ли это повторять? Если хочешь, могу повторить. Да нет, в порядке все. Это просто разные игры, совершенно. То есть. Что касается как раз чтения, что последнее читаешь сейчас? И вообще по жанрам куда тебя больше уносит? Последнее я прочитал, это было «На гнездом кукушки», вот, а сейчас все еще вот 6-ю книгу Ведьмака дочитываю. И как оно тебе? Потому что, по-моему, первые совсем классные, а дальше как-то так пошло. Да я все равно, ну, то есть для меня эта история настолько удивительная, что я не замечаю, плохая книга или нет, она для меня все равно прекрасна в разных смыслах. То есть что-то больше, что-то меньше, конечно, всегда, но пока все 6 книг на одном уровне для меня держатся. Что бы ты посоветовал вообще молодежи? Вот, ну, мы знаем то, что сейчас из-за того, что есть много и YouTube-контента, и игр, и всего остального, молодежь не так много читает. Вот. Ну, в самом случае, я заметил это точно по общению со множеством людей. Что бы ты посоветовал в качестве вот начала? Ну, а молодежи какого возраста? Ну, я имею в виду, ну, условно говоря, от 16 там, и выше. Ну, 16 лет — это одна только книга на ум приходит. Это сейчас Challenger. Вот. Как она называется? Над пропастью воржи, да, это прям 16 лет. Потому что я прочитал в 20 и не понял ничего для меня. Ну, а вообще очень круто, я еще прочитал «Цветы для Эрджинана». Тоже очень крутая книга. Мне очень понравилась. Окей. Советую. А сейчас ты больше в фэнтези, да? Да, я так. Я от доты, когда отдыхаю, да. То есть я беру просто первую попавшуюся книгу, там где-то в инете почитаю, где-то друзья посоветуют, и начинаю там читать все. Рамзик говорил, кстати, что он не фанат Марвел, вообще ничего не смотрел. Я огромный фанат Марвел, и я смотрел почти все. Только вот на Капитана Марвел не удалось попасть, потому что мы были как раз с ней, естественно, на мажоре вроде. Вот. И вот был на Мстителях последних. Я рад тому, что я живу в это время, и мне удалось запечатлеть в своей памяти столь прекрасное явление, как Avengers 2. Окончание тебе понравилось? Ну, я не могу спойлерить для тех, кто не смотрел. Ну да, но ты все равно можешь сказать свое мнение по этому поводу, потому что уже все... Ну, именно вот сам конец был немного бредовым, там, пару моментов. Но в целом это нельзя отрицать, что данная картина, она прекрасна. Какие спин-оффы, по-твоему, самые сочные мы должны подождать? Ну, Iron Man будет очень крутой, я посмотрел недавно тизер, трейлер, очень крутой будет. А еще... Ой, Iron Man. По-моему, да, он уже закончился. Spider-Man, Iron Man. Вот, Spider-Man, да. А еще... А я, честно говоря, не знаю. Как-то не следил уже. У тебя есть какой-то топ, условно говоря, 3 фильмов по супергероям? Ну, не суть важно, DC и Marvel. Да, конечно. Ну, очевидно, что тройка Нолана, «Темного рыцаря». Что еще? Очень понравилось «Железный человек». Второй или первый, не вспомню. Второй с русским был, первый просто. Второй с русским. Да, я помню, я не помню просто. Какой из них лучше? Да, какой из них лучше. То есть оба хороши. Третий мне не очень понравился. И очень понравился еще серия про Капитана Америку. Очень круто. Роршаха смотрел? Да, смотрел, конечно, тоже «Хранители». Очень круто. Ну, это своеобразное кино, оно почему-то не вошло в топ, оно вообще не окупилось.
Хотя фильм очень хороший, но это, скорее всего, из-за... Ну, во-первых, он длится 3 часа, а во-вторых, просто там кино не для всех. Ну, оно вообще для взрослых, и там нет суперспособностей по факту. То есть там один герой, который обладает, а все остальные по факту уже не супергерои. И плюс уже старые достаточно. А какое-то авторское кино смотришь? Ну, так называемый артхаус сейчас это так называется. Нет, за таким не наблюдался. Там тот же самый Ларс фон Триер, Линч, что-нибудь такое, Твин Пикс. Ничего не говорят эти названия. Хорошо. Что касается, опять же, сериальной культуры, да, ясное дело, что все сейчас хайпят вокруг «Игры престолов». Как тебе последний сезон? Честно говоря, ну, все же немного разочаровало, но это еще не конец, и говорят, что все же то, что было, это все еще преддверие к тому эпику, что будет. То есть вот все, что было. Но 3-я серия, это просто... Кроме конца, 3-я серия просто невероятная. Но и конец тоже хорош. То есть «Игра престолов» называется, поэтому это «Игра престолов». А что, ты еще правильно смотришь? Может, Netflix какой-нибудь? Да, я смотрел, ну вот недавно пересмотрел... Сейчас «Настоящий детектив» 1-й сезон я пересмотрел. Вот собираюсь 3-й посмотреть. 2-й мне не понравился, хочу 3-й посмотреть. 3-й тоже большинство раскритиковало, к сожалению. Как у него рейтинг 9,5 я вообще видел. Плюс там этот играет, который премию «Оскар» играл, который в «Зеленой книге». Тоже хороший актер. «Оскар», кстати, недавно смотрел вообще что-нибудь из фильмов? «Зеленая книга». Как тебе? Очень круто вообще. Ну, это, конечно, очень similar такой, с 1+1, прям вот картина вот очень похожа. Но в целом фильм гениальный. Полностью с тобой солидарен. Ладно, давай вернемся все-таки к дотке. Да, как тебе вообще нынешняя мета для тебя вот лично? Потому что тебе давали и на Вокере покатать, что было реально круто посмотреть, хотя, к сожалению, карта была не очень долгая. Как тебе вот тот пул героев, который сейчас есть? Сейчас пул героев заключается, даже не заключается, он отображается последним интом, 1 в 1 вообще. То есть мета, если она не поменяется, если не изменят патч после эпицентра кардинально, то это будет тот же инт вообще. То есть я буду видеть тех же героев на пиках, на банах. Может быть, парочку добавится, может быть, виспа еще добавят, не уверен еще, но будет все то же самое. Пока к этому идет на 100% этого. Как раз говорил с Тизи по поводу Марса и Виспа. Ждешь ли ты их и вообще как балансировать Виспа? Потому что Тизи говорит, что это сломанный герой наглухо с точки зрения вообще своей. Марс более сломанный, но Висп это командная дота. Да, Висп сломанный, я не знаю. У меня нет идей по этому поводу, потому что герой, он не балансный совсем для профессиональной доты. То есть этот герой дает тебе настолько огромное преимущество, как будто у тебя какая-то суперспособность появляется, которую трудно не использовать даже. Было бы глупо. И это слишком сильно. Как фиксить, не знаю. Марс — это тоже сломанная фигня. Как фиксить, не знаю. Они попытались там, но это не получается. Это как с Monkey King, когда он только вышел, он был полгода суперсильным. Потом его пофиксили только. Ну, видишь, они, да, много чего ослабили, здесь тоже можно. Что касается Марса, опять же, он теперь как-то больше похож на нормальных героев, да, то есть у нас были вот достаточно своеобразные механики, там пангольеры, те же самые феи, совсем новые, непонятные. Здесь все говорят о том, что все-таки похож на что-то старое. Ну, честно говоря, по-моему, да, я бы не сказал. Ну, что-то есть. Но все же это broken, потому что у него способности невероятные. Ну, он отпушивает пачки за секунду, он может быть танком, потому что у него 70% рефлектов. Он как Бристолбэк, только лучше в 1000 раз вообще. Там очень много сломанных. Уль тоже. Я просто не знаю, каждый спел он по-своему сломан. Его можно использовать, я уверен. Просто паб чем отличается от профессиональной доты, что в паблике люди используют возможности героев не на 100%. Они то играют по фану, то не доигрывают, то еще что-то. Вот. А в профессиональной доте каждый игрок берет определенную вещь и исполняет ее на все 120%. И вот я уверен, что такие герои, как Марс и Висп, это просто ужас для профессиональной доты пока что. Видел, наверное, что PPD сделал домашнюю лигу, вот эту NACL, да, или как-то так она называется, если я не ошибаюсь. И не хватает ли у нас вот подобных домашних лиг, которые в свое время тоже были? Ну, это очень круто было, потому что все же наш регион связан с Европой. У нас объединение, там и Secret, и Liquid будут играть, и OG будут играть на этой лиге. Она у нас была, там месяц жила, и было очень круто, потому что это именно было то, что в CS есть лига FPL, туда все стремятся. Вот это было тем. Но начались турниры, и игроки начали играть больше мемы, они больше начали там поигрывать на своих героев в мемах, им больше понравилось это, то есть им надоела лига или что-то еще, или времени не было и так далее. И начали приглашаться, то есть там была закрытая лига, была там пул из 150, там 100-150 игроков, может меньше даже, и он был хорош. Но когда игроки уходят там, или улетают на турнир, а другие остаются, они приглашают уже своих друзей. Ну и прилетая с турниров, игроки понимают, что там же как бы это не лига, это тот же паблик, только еще хуже, потому что, ну как бы,
Там бывает похуже ребята попадаются, с которыми ты, в принципе, не хочешь играть. Вот. И лига умирает. Как это пофиксить, я не знаю. У меня, идеи есть, но они еще не созревшие на 100%, чтобы их выкладывать. Но лига — это было бы решение всех проблем в доте, я уверен, если ее сделать. То есть ты, возможно, будешь одним из создателей, или стоящих за созданием? Я бы скорее был бы поддержателем. Лицом. Я поддержал бы, да, такую идею, потому что это супер круто. Тот месяц на лиге, я помню, это был лучше, чем год ММов. Разве это не так уж сложно, по-моему? Это же не требует большого количества ресурсов. Это требует заинтересованности людей в этой лиге, в этом фишка. А как ее добиться именно в доте, я не знаю, потому что в КС я не помню. То есть у меня еще не было на профессиональной сцене, когда уже FPL был. И я знаю, что в FPL, в КС там играют все профессиональные игроки в КС, которые только есть. При этом там админы, типа, чуть ли не организаторы турниров. И лигой, что ли, там админы. Я не помню, то есть я могу приврать, но я знаю, что там, там очень жесткие правила. То есть даже того же Симпла за нарушение правил или просто за оскорбление игроков его банили. Он как бы хотел вернуться. И кроме этого там еще просто призовой фонд каждый маленький период разыгрывается чуть ли не каждый месяц. И вот, возможно, эта заинтересованность как раз и нужна. Там тоже была, там 20 тысяч было, я не помню, кто выиграл. То ли MC, я не помню. Я там был в одно время на первом месяце, но, по-моему, я по-моему, немного выиграл, там $5000. Вот, но, по-моему, там выиграл MC. Там тоже было $20 000 призовой фонд на все места распределенные, первые 10. То есть это тоже очень хорошие деньги, на самом деле. Люди будут за эти деньги они будут играть в нее. А ты с кем-то разговаривал, киберспортсменов из других команд, не хотят ли они что-то подобное? Наверное, не заинтересованы ли они в чем-то? Они все заинтересованы, но никто не хочет ничего делать, потому что все хотят урвать себе кусочек от профессиональной доты, и все хотят быть хитрее других, все хотят научиться на своих героях играть, не показать врагу своих идей и так далее. Поэтому вот это как-то так работает. То есть это как-то обговаривается, но это обговаривается не то, что шутка, это так на словах обговаривается, просто пообщаться, а не на серьезных разговорах. Раз уж мы заговорили немножко о КС, тут Na'Vi сказали о том, что они создали, естественно, будут создавать молодежный состав, делают отбор к этому всему. Как ты вообще относишься ко всем этим академиям? Потому что у нас как-то что-то все еще их нету. Я не знаю, как это работает в большом спорте, то есть я за этим не следил, но это было бы здорово, потому что киберспорт уже существует довольно долгое время, он только развивается в огромном потенциальном таком ходе, то есть он только вверх идет, график. Но я думаю, это со временем это окупалось бы в X100 вообще. Конкретно тебе не хотелось бы иметь второй состав, например, Virtus.pro, да, который условно говоря из молодежи, и ты всегда бы видел, что они могут, мог бы им подсказывать, если что, вдруг то есть условно говоря, после какого-то TI взять молодого себе. Опять же, каждый человек по-своему эгоист, я бы не хотел, чтобы на мое место кто-то сзади меня рос и имел потенциальное, то есть иметь потенциальную замену так близко к себе. А с другой стороны, же мотивация сумасшедшая. Не сказал бы. Две стороны работают. Во-первых, потому что таких игроков сложно найти сейчас точно. То есть лига, точнее не лига, а молодежный состав, он отличался бы очень по уровню игры, и нам бы не хватало времени их учить. Во-первых, у нас не было бы желания, потому что мы хотим сами еще учиться играть в доту. Мы не самые лучшие игроки этой планете на Земле. И то есть у нас конкуренция сейчас на столько высоком уровне, что могут 8 команд мира быть в топ-1 всегда. То есть, а на каких-то ребят там по 5000, по 6 ММР у нас не было бы времени, банальные желания тоже. Это сложный вопрос. Я не могу на него ответить, потому что это звучит на бумаге круто. То есть иметь молодежный состав, который через годик-два при хорошем командовании вырос бы и стал бы профессиональными игроками, которые потом бы разлетелись по командам или создали бы свою. Но я не знаю, как это работает в реальной жизни. Что касается, кстати, лучших игроков на планете, смотрел матч ботов? Да. С OG. Как тебе вообще происходящее на карте? OG там были не в самой лучшей форме, скажем так. А боты, они отличаются механикой очень. То есть я играл 1-1 против него дома, сам сидел. Там 30 игр играл, где-то там, может быть, 3-4 выиграл, все остальные проиграл, потому что бота механика невероятного уровня. Он знает, в этом фишка доты, то есть если у тебя механика на столь высоком уровне, ты можешь выигрывать игры по 10 минут вообще, будучи там и распределять нетворцев там на 5 игроков, и при этом не делая ошибок, ты выиграешь любым пиком у врага за 10 минут. И в этом фишка ботов, что они идеально уклоняются от скиллов, идеально рассчитывают хп и так далее. Но еще не до конца, потому что я видел, там были ошибки. Что касается, кстати, опять же, подчеркнуть какие-то вещи, можно с точки зрения именно макро, не микро, с микро понятно? Да, конечно, у них, это сложно, потому что это другая дота совсем, в которой они играли. Они играли в интенсивную, безошибочную доту, они менялись ролями, местами, они меняли героев, то есть у них там стройки падал человек на первую позицию, с четверки на первую или там наоборот. Покупали варды разные герои, то есть это тоже прикольно, потому что они играют в эту совместную игру.
С макро можно подчеркнуть что-то. Пуши товаров подчеркнули некоторые игроки, они сейчас вот занялись тоже этим в остальных играх. Вот как раз недавно, да, Liquid. По поводу ликвидов, да. Это было прикольно бы, скорее всего, это у них работало на КВ, это сработало один раз, и враги не сделали ничего, никакого контрдействия этому. Но в игре против ЕГЭ Крит прилетел, дал 2 стана и разогнал их всех. Но при этом они ничего не потеряли, кроме одной вещи. Они прокачали мискойл, точнее, вместо мискойла пассивку. Да, пассивку, которая заруинила нижнюю линию, за которую, ну, у них все было хорошо, там Miracle ошибался пару раз, но все же это не дало того преимущества, которое должно было по пику дать. Вот. Но, по сути, идея на самом деле прикольно звучит. То есть мы все там орали, как весь нижний этаж, и OG там мы орали, Empire орали, типа, what the fuck, во весь этаж вообще. Ну, это вообще, я такого никогда еще не видел. Да, это было реально сочно. А возвращение какого-то вот к Рошану сейчас не должно произойти, потому что раз уж придумали... А Рошана сейчас, во-первых, невыгодно убивать, потому что он не дает левелов, ты получаешь по полууровню на 5 героев, и Аегис дает преимущество, конечно, на одну линию, но ты можешь не успеть на остальные линии прийти, там варда еще поставить, смоки, баунти, есть разные такие фишки в игре. Ну, это огромное преимущество, но он не такой большой, как раньше. Если бы оно же раньше давало сколько, по 2,5 левела на всех, и если отойти, там еще была фишка, что ты мог, когда убивать его, оставить одного героя в рашпите, ему 6 левел давало. А сейчас максимум 3, по-моему, даст. Но это сложно сделать, потому что Рошан еще стал уже сильнее на первых левелах, армор ему подняли сильно, а механика армора сейчас по-другому работает. И какая-то Урса, у нее уже слабые стаки, там хилок много, я не уверен в этом. Что касается, опять же, этого мажора, да, понятное дело, что еще не видел Веню, тут даже не о чем говорить пока что. И, в принципе, Парижа ты тоже, наверное, не заметил. А в Диснейленд парк выходили, я видел фотографию. Вчера. Как оно вообще там внутри? Потому что я-то видел, но не всем понравилось. Даже будучи 21-летним подростком, вот таким парнем уже было очень круто. То есть это атмосферно. На чем покатался? Мы катались на Mountain, как-то Ice Mountain или что такое. Там его за Star Wars. Одна из самых крутых горок, которые там есть, вот. И на Индиане Джонсе. Самое интересное, мы ровно то же самое, кроме Индианы, сделали. Хорошая горка, кстати, неплохая. Но мы были в Сочи, там было получше, честно говоря. В Сочи парке? Который... Да, там вообще круто было. Но мы еще не... Там же есть 2 парка в Диснейленде. Террор ничего не было, да? Нет. Вот это советую 100%. Да, Паша говорил. И еще есть какая-то рок американская. 2 раза катался. Там просто нулевые очереди, хотя у вас все равно без очередей. А там почему? У нас с очередями. А, у вас с очередями? Конечно, у всех. У нас не выбили, конечно. Ну там мы пришли, то есть нам Паша говорил, что там будет очередь по 2 часа, ну и также друзья рассказывали, которые там были, но мы пришли и прошли все за минуту вообще. Нам очень повезло, что мы прошли в будний день, во вторник. Мне пришлось в пятницу по часу поставить, было кайфово. Если бы я был ребенком здесь лет 10, я бы понял, что это мир магии какой-то. То есть я бы приехал сюда и растворился вообще в воздухе. Меня больше всего убило, что Сеп, живя в Париже, ни разу не был в Диснейленд-парке за всю свою жизнь, и ему не надо. Это крайне странная ситуация. Каждому свое. Ну, да ладно, с парком все замечательно, Веню еще не видели. Что касается первых игр, видели их, и ситуация полностью диаметрально противоположная от Dream League, да, где у нас китайские коллективы были абсолютно все, то есть там, получается, было Fnatic и 3 китайских коллектива в сетке Венеров. Сейчас полностью диаметрально противоположное, по факту 4 коллектива из Европы, если считать ЕГЭ европейцами, потому что они достаточно близки к этому. По-твоему, что поменялось вообще? Во-первых, подготовка команд меняется всегда, конечно, но во-вторых, это Dota, и ты не можешь никогда запретить, кто куда попадет, то есть это всегда рандомно. Fnatic могут выиграть нас, могут проиграть кому Минеске, и вылететь в топ-16, хотя будучи топ-3 мажора. Мы можем проиграть, Vichy Gaming проиграть. Топ-3 мажора уже сейчас ниже сетки. Ну, одни вообще вылетели. То есть это всегда рандомно. Нельзя каких-то рецептов успеха дать вообще. То есть просто есть сильные команды, есть слабые команды, и каждая сильная команда может с собой сыграть 50 на 50 и выиграть друг друга. Все. Понял. Ну и последние слова для ваших фанатов, для твоих личных фанатов. Спасибо, что болеете за нас. Мы очень стараемся для вас. Хейтерам всем тоже спасибо. Мы читаем ваши комментарии. Пожелайте нам удачи. Надеюсь, мы оправдаем ваши ожидания. Не хейтеров, в скобочках, а фанатов. Я тоже салютую хейтерам, друзья. Что ж, большое спасибо тебе, что ты пришел. Всем пока-пока.